Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю торт шоколадный Наполеон для всех ценителей классических рецептов и любителей шоколада. Шоколадный Наполеон получается настолько вкусный, что одной порции шоколадного десерта всегда мало. Нежные шоколадные коржи с шоколадным кремом – это отличное сочетание шоколадного вкуса в шоколадной начинке. А поскольку я очень люблю шоколад, то шоколадный Наполеон – это настоящий шоколадный рай, когда хочется зарядиться шоколадом на весь день. Друзья, более подробное описание рецепта, а также особенности и мерные значения по продуктам вы можете посмотреть в рекомендациях, которые я всегда оставляю под каждой публикацией. Для приготовления теста холодное сливочное масло из морозильника натираю на средней терке в чашу с мукой. При отсутствии терки порубите масло ножом на мелкие фрагменты. Всыпаю какао-порошок, недолго перемешиваю ингредиенты рукой. Вот такая сливочно-мучная смесь какао получилась. В сметану добавляю яйцо, соль и соду. Недолго перемешиваю ингредиенты. В мучную основу вливаю сметано-яичную смесь. Перемешиваю крючками миксера до получения шоколадного полуслоеного теста. При отсутствии насадки крючки вымесить тесто можно руками. Дополнительно шоколадное тесто вымешиваю руками. Из теста формирую колбаску длиной на ваше усмотрение. Шоколадную колбаску разделяю на две равные половины и на каждую половину наношу по 4 разметки. Разделяю первую половину по разметкам, чтобы получилось 5 заготовок. Со второй половиной теста проделываю идентичные манипуляции. В целом должно получиться 10 шоколадных заготовок. Каждая заготовка по весу составляет 80 грамм. Разница в весе может незначительно отличаться, это не принципиально важно. Из каждого фрагмента руками формирую круглые колобки. Складываю готовые шоколадные колобки в отдельную емкость. Накрываю тесто от обветривания и убираю в холодильник. Выкладываю первый шоколадный колобок на стол, предварительно обсыпанный мукой. Раскатываю скалкой тесто, периодически подсыпаю муку, чтобы тесто не прилипало. На раскатанный корж прикладываю форму, при этом шоколадное тесто должно выходить за границы круглой формы. Накалываю шоколадный корж вилкой. Осторожными движениями при помощи скалки наматываю тесто. Перемещаю тесто на противень. Убираю противень с шоколадным тестом в заранее разогретую до 190 градусов духовку на 9 минут. Выпеченный корж перекладываю на доску. Сверху прикладываю круглую форму и осторожно обрезаю по форме. Для крема сливочное масло вымешиваю миксером в течение 2 минут до бела. В 2 приема добавляю сгущенное молоко в сливочное масло. И после каждого приема тщательно вымешиваю миксером. При первом вымешивании крем получается очень плотный и стабильный. После второго вымешивания сливочный крем очень мягкий и практически не держит форму. Просеиваю какао-порошок с использованием мелкого сита. Сначала перемешиваю лопастями миксера, не включая его, чтобы какао не разлетелось в стороны. Затем включаю миксер и перемешиваю, чтобы какао-порошок основательно вмешался в сливочную смесь. Обратите внимание, какой слабый шоколадный крем получился. Это связано с тем, что я использовал мягкое сливочное масло. Чтобы стабилизировать и довести крем до нужной плотности, убираю чашу с кремом в холодильник на 1 час. После холодильника еще раз вымешиваю шоколадный крем миксером. По мере взбивания крем становится текстурным и плотным. Это связано с тем, что сливочное масло, будучи хорошо охлажденным, стабильно держит форму и позволяет холодному сгущенному молоку вмешаться, существенно не теряя плотности. В этом видео я специально показал наглядный пример, как холодная температура положительно влияет на процесс приготовления сливочного крема. А потому, чтобы избегать ненужной манипуляции с дополнительным охлаждением крема, используйте исключительно холодное сливочное масло и сгущенное молоко. Более подробно я описывал этот процесс, когда разбирал ошибки приготовления французского заварного крема на желтках. Посмотрите, какой плотный шоколадный сливочный крем получился после основательного охлаждения с дальнейшим вымешиванием. Крем текстурный и стабильно держится на лопастях миксера. На рабочую поверхность наношу немного крема для устойчивости торта. Укладываю первый шоколадный корж гладкой стороной вверх. Выкладываю первую порцию шоколадного крема в количестве 1 столовая ложка с горкой. Равномерно распределяю шоколадный крем по шоколадному коржу. Сверху укладываю второй шоколадный корж и таким образом собираю торт. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк на это видео, тогда я буду знать, что рецепты с тортами вам нравятся. Любая ваша активность существенно продвигает рейтинг канала, а меня еще больше мотивирует публиковать стабильные и проверенные рецепты со всеми нюансами.
Между цельными коржами я формирую слои из обрезков коржей. Таким образом у меня получилось 3 слоя из обрезков от коржей в этом торте. На обрезки выкладываю порцию крема. Осторожно распределяю крем по шоколадным обрезкам. Окончательно закрываю торт последним коржом. Сверху укладываю дно от формы и прижимаю рукой, чтобы зафиксировать и выровнять торт. Выкладываю оставшийся шоколадный крем на поверхность торта. Распределяю крем по поверхности коржа, загребая его вниз лопаткой и распределяю по боковине торта. Выравниваю торт плоским шпателем. Оставшиеся шоколадные обрезки перетираю скалкой в мелкую крошку. Осторожными движениями наношу шоколадную крошку на торт при помощи плоской лопатки, начиная с боковины торта. Обсыпаю верх торта. Дополнительно фиксирую шоколадную крошку шпателем, чтобы она не осыпалась. Готовый торт убираю в холодильник для напитывания и стабилизации минимум на 8 часов. Шоколадный торт Наполеон получился очень нежный и при этом хрустящий. Яркий вкус шоколада понравится всем любителям шоколадной выпечки. Сочетание шоколадных коржей с шоколадным кремом идеально сочетаются в этом шоколадном десерте. Шоколадный торт Наполеон – это тот самый рецепт, который я лично рекомендую, опираясь на свой вкус. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки, комментарии, тем самым вы продвигаете канал.